Это кадры из Тбилиси. Ночью полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих. Министр обороны Белоусов приехал в КНДР. А под Ростовом полыхает нефтебаза. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Российский министр обороны Андрей Белоусов внезапно прибыл в Пхеньян с неанонсированным визитом. В ведомстве сообщили, что в северокорейской столице Белоусов планирует, цитата, «ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», конец цитаты. Что конкретно будет обсуждаться на этих встречах, не уточняется. Напомню, в конце октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР. Издание Wall Street Journal обратило внимание, что в этом документе есть секретный пункт, который позволяет Северной Корее отправить военных на войну в Украине. Тем временем на 1010-й день войны BBC и «Медиазона» опубликовали обновленную информацию о погибших в Украине российских военных. По открытым источникам удалось установить, что погибли более 80 900 человек. Более половины из них не были связаны с армией на момент начала войны. И продолжаем военную тему. В ночь на 29 ноября в Ростовской области после атаки дрона произошел крупный пожар на нефтебазе «Атлас». По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Напрямую местные власти атаку на нефтебазу не подтверждали. Однако косвенное подтверждение опубликовал у себя в телеграм-канале в Рио губернатор региона Юрий Слюсарь. Он написал, цитирую, «В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте». Конец цитаты. Слюсарь также сообщил, что в ликвидации участвуют 109 спасателей и 38 единиц техники. Тем не менее, даже к утру в соцсетях продолжали появляться видео с горящими цистернами. Всего, по данным Минобороны, за ночь на территории Ростовской области были сбиты 29 беспилотников. Еще 18 дронов сбили над другими регионами, в том числе над оккупированным Крымом. В свою очередь, российские военные атаковали шахедами территорию сразу нескольких регионов Украины, в том числе столицу Киев. Здесь в результате падения обломков беспилотника повреждено здание детской поликлиники. По данным мэра города Виталия Кличко, также были повреждены несколько соседних зданий. Есть и пострадавшие. Это охранник поликлиники. Ему потребовалась госпитализация. До 24 человек выросло число пострадавших от массового отравления в социальном центре «Рубикон» в Алтайском крае. 3 человека погибли. Тело первого погибшего обнаружили в четверг вечером. Позже госпитализировали еще нескольких человек, 2 из которых скончались в больнице. В основном центр занимался социальной адаптацией бывших осужденных. Всего здесь находилось 28 человек, в их числе погибшие и пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности, повлекшем смерть 2 и более лиц. Прокуратура ведет расследование. Предварительная причина трагедии – ротавирус. Во Владимире прошло еще одно заседание по новому делу политического заключенного, бывшего мундепа Алексея Горинова. Он отбывает срок за так называемые фейки об армии. На этот раз его обвиняют в оправдании терроризма. Прокуратура просит назначить ему еще 3,5 года колонии. Адвокат Горинова попросила суд оправдать своего подзащитного, а сам политический заключенный выступил с последним словом, которое, однако, было прервано судом, который удалился на совещание. Впрочем, это не помешало Горинову дочитать свою речь перед журналистами и слушателями. Не пора ли оставить наших соседей в покое и заняться нашими своими внутренними проблемами, которые нарастают, как снежный ком? Мы уже давно доказали всему миру, что какие мы храбрые, стойкие, миролюбивые, но, может быть, уже хватит. Также Горинов заявил, что не хочет и не готов участвовать в обмене заключенными. Что это за обмен такой, если я остаюсь гражданином России при этом, да? У меня такое отношение к этому, как сказать, ну, я считаю, что есть другие люди, которых надо быстрее освободить. Ранее адвокат Алена Савельева попросила суд не учитывать запись, на которой Горинов якобы оправдывает удары по Крымскому мосту и также оправдывает деятельность подразделений ВСУ. Она заявила, что доказательства, полученные в ходе провокации, не могут обладать юридической силой. Должностные лица сами создали преступные намерения, которых не было до их действий. По словам Горинова, он сам прекрасно понимал, что к нему подсылают провокаторов с записывающими устройствами. Они вот схватили ничего не значащую реплику и тоже из нее сделали вот единственная реплика. Я бы никогда не подумал, что из этого можно раздуть такое. Но ничего больше не было. Они поэтому не зря ко мне в колонию приезжали. 2 таких этих оперативника из ФСБ.
такие, знаете, вид у них позарастевшие шпаны такой. Вот, и спрашивали, знаю ли я вот эту, что такое организация «Кракен». Актера Олега Ягодина потребовали снять со всех спектаклей «Коляда» театра в Москве из-за антивоенного высказывания. Об этом сообщил художественный руководитель театра Николай Коляда. По словам Коляды, такие требования театральному центру на Страстном выдвинули компетентные органы из-за того, что Ягодин дискредитировал вооруженные силы России. После этого Московский театральный центр потребовал у Коляды заменить во всех спектаклях Олега Ягодина или отменить гастроли. В этом театральном центре в январе должны пройти гастроли Екатеринбургского театра. В августе 2022 года суд в Екатеринбурге оштрафовал актера и лидера группы «Курара» Олега Ягодина за антивоенное высказывание со сцены. Штраф составил 40 тысяч рублей. Владельцы 1000 торговых центров в России рискуют обанкротиться из-за повышения ключевой ставки Центробанком и сложностей с обслуживанием долгов. Об этом сегодня пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Союза торговых центров. После последнего повышения ключевой ставки до 21%, многие банки направили заемщикам уведомления о существенном повышении стоимости уже выданных кредитов. Ситуация также осложняется массовым уходом арендаторов и значительным повышением налогов. Ранее Союз торговых центров направил письмо к главе Министерства экономики Максиму Решетникову. Торговые центры просили предоставить им преференции по кредитам. В Тбилиси силовики жестко разогнали акцию протеста. Несколько десятков человек задержаны. Во время разгона акции силовики использовали перцовый спрей, водометы и гранаты со слезоточивым газом. Протесты начались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о переносе переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Акция продолжалась в течение ночи. Как минимум 4 журналистов были избиты полицейскими. Сотрудник издания «Публика» Лексо Кишилашвили был задержан и избит, после чего освобожден под подписку и перевезен в больницу. Корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Давида Цагарелли ударили в область живота, когда он вел прямой эфир. Не менее 10 сотрудников медиа пострадали от действия слезоточивого газа. Об этом пишет телеграм-канал Тбилиси Лайв. И на этом все, друзья. Подпишитесь на наш канал, поставьте обязательно лайк этому выпуску, так как можно больше людей увидят новости Ходорковский Лайв, а не Соловьева или Симоньян, например. И, конечно, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Туда мы дублируем все наши программы, а также выпускаем их в аудиоформате для вашего удобства, чтобы вы могли получать новости в любом удобном для вас формате. Берегите себя. Всего хорошего и пока-пока.